Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Вы, наверное, не ожидали услышать мой голос, потому что в основном здесь тихие влоги. Но это видео я хотела сделать немножечко иначе, потому что именно это видео на самом деле было самым первым снятым для этого канала, а потом что-то пошло не так, или, может быть, наоборот так. Но именно это видео послужило началом канала, и я решила его немножечко озвучить. И сегодня мы с вами, как всегда, пойдем гулять, как всегда, по красивым местам. Начнем с инженерного замка. Вот здесь вот все столпились и на самом деле смотрят на знаменитого Чижика-Пыжика, который, как известно, на Фонтанке стоит. И мы сейчас с вами отправимся по Пантелеймоновскому мосту, вот этому зеленому, по улице Пестеля. На самом деле в Санкт-Петербурге так много красивых улиц, которые немножечко скрыты от туристических глаз, немножечко удалены от Невского проспекта, в данном случае совсем немножечко удалены, но я так их люблю и хочу вам их все показать. Так вот, сегодня улица Пестеля. Сейчас мы с вами прошли через Пантелеймоновский мост и шагаем по той самой улице. Первоначальное название улицы Пантелеймоновская известно с 1776 года. Оно связано с стоящей на улице церковью святого Пантелеймона, которую вы как раз сейчас видите. В 1923 году Пантелеймоновскую улицу переименовали в улицу Декабриста Пестеля, а в 1925 году появился современный сокращенный вариант улицы Пестеля. Сейчас мы с вами смотрим на церковь святого Пантелеймона. Много храмов названы в честь этого святого, но это не только храм, но и памятник военно-морской славы, сооруженный в честь побед русского флота в Северной войне 1700-1721 года. Сейчас перед нами появится дом номер 11. Это дом, который очень отличается от остальных на улице Пестеля. Он нарядный, барочный, с пилястрами, орнаментами. Во время войны здание сильно пострадало, было разрушено, но после войны часть дома восстановили, а торцевой фасад превратили в мемориальную доску, посвященную защитникам полуострова Ханко во время Великой Отечественной войны. В этом доме снимал квартиру Александр Грин, писатель. И также многие великие композиторы здесь жили. Мусоргский, Римский-Корсаков и даже Петр Чайковский. Хотя с фасада это здание выглядит совершенно обычным. Вот, посмотрите на него. Но сколько же интересных личностей он собрал. Идем дальше по улице Пестеля. А это оранжевое здание, четырехэтажное. Это бывший доходный дом Пантелеймоновской церкви. А это здание с такой высокой аркой, дом Радькова-Рожнова. Может быть, неправильное ударение, но он сильно отличается от всех остальных. Это какой-то символ новой эпохи. И даже двор у него не такой мрачный, как обычно в питерских дворах, но очень такой яркий, залитый солнцем. А сейчас мы с вами немножечко свернем с улицы Пестеля и пойдем по Соляному переулку, который пересекает улицу Пестеля, потому что я не могу здесь не обратить внимания на несколько зданий. А справа от нас находится дом Оливио. Я его почти не засняла, но я только потом узнала, что, оказывается, в нем жил Пушкин какое-то время со своей семьей. Он ходил в тапочках и халате в летний сад, там спал на лавочках, писал письма своей жене. Но в этот переулок я зашла не ради этого дома, а ради вот этого замечательного здания. Это Академия художеств имени Штиглица. Это такое величественное здание с такой интересной архитектурой. Когда я нахожусь рядом с ним, мне все время кажется, что я где-то в Вене или в Праге. И те, кто были в Праге, действительно могут это подтвердить. Я очень рекомендую сходить на индивидуальную экскурсию внутрь этого здания, потому что там тоже внутри есть что посмотреть. Ну, а мы с вами гуляем, поэтому внутрь мы сейчас не пойдем. Полюбуйтесь еще раз на фасад этого здания. Ангелочки, которые что-то мастерят, потому что это именно Академия прикладного искусства.
идем по Соляному переулку дальше. Он не очень длинный, но чуть позже расскажу, что меня сюда привело. Замыкает этот переулок здание, в котором находится Музей обороны Ленинграда. Туда я тоже очень советую попасть. Очень трогательная экспозиция. Ну, а мы сюда пришли ради детской площадки, потому что Ева очень любит. Здесь не так много детских площадок в центре, но здесь как раз очень большая и удобная площадка. Мы немножечко на ней погуляли и обходим ее по кругу. Мы обошли детскую площадку и возвращаемся обратно на улицу Пестеля по Гагаринской улице. Помимо интересной архитектуры, здесь много всяких кафешек, ресторанчиков, летом, как всегда, веранды. А еще здесь много магазинов с антиквариатом. Мы с мужем очень любим рассматривать всякие предметы старины. Кое-что даже себе покупаем. А мы идем дальше. Конечно, не про все дома я вам здесь расскажу, но вот этот дом достоин особого внимания. Это доходный дом князя Мурузия. К сожалению, опять не знаю, как правильное ударение. В основном этот дом знаменит тем, что до самой эмиграции здесь проживал Иосиф Бродский со своими родителями. Он в этом доме прожил 17 лет. Вот на втором этаже балкон, как раз его 1,5 комнаты, где он жил, и также называется его музей. В 2010 году коммуналку Бродского расселили для создания музея. Улица Пестеля заканчивается на Преображенской площади, где находится Спасо-Преображенский собор. Этот собор интересен тем, что в нем есть личная икона Петра I. Это образ Иисуса Христа. Зайдите, вы не ошибетесь, вы его точно узнаете. И очень мне нравится эта улица Пестеля. Она запоминается тем, что с двух сторон она обрамлена соборами. И, как вы поняли, здесь есть что посмотреть. Обязательно, если будете в Питере, заходите на эту улицу. Я села немножечко перекусить. Напишите, пожалуйста, нравится ли вам больше смотреть с голосом или с субтитрами. Мне будет очень интересно узнать. Я прощаюсь с вами. До новых видео. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Я буду рада видеть вас в новых видео. Пока-пока.